Доброго времени суток. Спасибо, что подключились. Вы на канале КПД и с вами Артем Паршуков. Если вы еще не подключились к нам, то сделайте это, чтобы не пропустить наши новые видео и чтобы первыми посмотреть их. Слова, которые произносятся людьми, не всегда точно отражают те мысли и ощущения, которые эти люди переживают. Очень часто человеком включается некий фильтр, демонстрируется определенный стиль поведения, при помощи которых ему кажется, что он выражает то, что происходит внутри. А на самом деле поведение или демонстрация чувств не имеет ничего общего с тем, что переживает он реально. Психологи даже считают, что невербальное общение может показать гораздо больше, чем произнесенное вслух слово. Внешность людей, как они одеваются, двигаются, позиционирует себя, говорит о многом. Значительная часть из того, что демонстрируется языком тела, происходит практически без осознавания. Люди, конечно, контролируют себя в определенной степени, но часто их физические движения передают чувства гораздо красноречивее, чем человек мог бы или хотел озвучить их вслух, потому что эти чувства являются бессознательными. Например, люди, того не осознавая, когда думают о будущем, слегка наклоняются вперед к собеседнику. Когда думают о прошлом, они отклоняются назад. И вообще человеческое тело не умеет лгать. Это видео будет первым из цикла по распознаванию языка телодвижений. Мы разберем сегодня микровыражения как часть языка телодвижений и немного поговорим о жестах, позах и положению тела в пространстве. Во втором же видео мы с вами на практике разберем какое-то видео, которое вы пришлете или которое я выберу в интернете. Используя полученные сегодня знания, вы сможете тоже на практике их проверить. А вот в третьем видео мы поговорим о верификации лжи с помощью языка телодвижений, микровыражений, мимики. Это будет тоже очень интересное видео, поэтому не пропустите. Ну и, конечно же, мы тоже на примере потом разберем его в действии. Ну и вообще, если вам данная тематика понравилась, и у вас есть какие-то предложения, которые вы бы хотели еще рассмотреть, обязательно их пишите, мы под это сделаем отдельное видео. Итак, мы начинаем. Что обозначает словом микровыражение? Микровыражение — это короткое, непроизвольное выражение лица, появляющееся на лице человека, пытающегося скрыть или подавить эмоцию. Микровыражения не поддаются сознательному контролю, то есть появляются независимо от желания человека. Микровыражения нужны нам, чтобы лучше понимать друг друга и иметь возможность невербально и несловесно доносить свои мысли и желания и идеи окружающим. Выражаясь проще, своим выражением лица вы общаетесь с собеседником. Даже если вы будете просто молчать, но своим лицом передавать сигналы, ваш собеседник уловит смысл, который вы в них закладываете. Это происходит рефлекторно, автоматически, на уровне животных рефлексов. Нас этому учат с детства на уровне биологических программ выживания. Даже животные это могут делать. В человеческом общении вербальная, словесная часть занимает всего лишь 40-50%. Остальное — это невербалика. И для того, чтобы продемонстрировать, что общение — это не только слова, вспомните, как вы совершаете телефонный разговор. Насколько чаще случается не понимать друг друга при невозможности смотреть на собеседника. Хотя, казалось бы, все слова сказаны, все проговорено не по одному разу. Но снова и снова чего-то не хватает. Нам кажется, а вдруг человек по ту сторону телефонной линии лишь делает вид, что серьезен, а на самом деле едва сдерживает смех, или зевает от скуки, или еще что-нибудь в таком роде. И еще хуже дело обстоит с общением по переписке, когда мы не только не видим собеседника, но даже не слышим интонации его голоса. Ситуацию отчасти спасают смайлики, как незаменимый атрибут, но они, по большому счету, не то. Ничто ведь не заменит возможности видеть человека или слышать его, а даже при необходимости дотронуться до него, чтобы понять, что он настоящий. Существует целая наука, которая занимается невербальным поведением. У этой науки есть прикладные материалы. Для базового освоения вопроса невербальных коммуникаций рекомендую сериал «Теория лжи», в оригинале «Lie to Me». Консультантом и прообразом главного героя сериала стал профессор Пол Экман, он же основной теоретик невербалики. И полученными знаниями может по сути воспользоваться любой желающий. И даже некоторым людям способность видеть, что находится по ту сторону коммуникации, дана от природы. Научная невербалика или же паралингвистика. Мы не можем обойти основу языка телодвижений и сразу рвануть к микровыражениям. Сначала нужно понять, откуда вообще взялась невербалика. Поэтому мы немного углубимся в теорию. И здесь на сцену сразу выходит паралингвистика. Это раздел языкознания, изучающий невербальные неязыковые средства, передающие совместно с вербальными смысловую информацию в составе речевого сообщения.
Эта наука возникла на рубеже 40-х, 50-х годов в США. Хотя уже в 1930 году советский лингвист Николай Юшманов начал исследование различных звуковых средств, обогащающих речь, но не передающихся с помощью фонем языка. Он назвал эту область экстранормальной фонетикой. К ней относятся всевозможные кхыканье, междометия, покашливание, звукоподражание, смех и так далее. На первый взгляд оно кажется несерьезным, но на самом деле все это код, который несет на себе не меньше информации, чем, собственно, и сам язык. Мы куда чаще используем «угу» и «ага» вместо «да» и «нет». Мы произносим что-то похожее на «хм», когда хотим сообщить, что нам нужно время подумать. Но в смешки всевозможные «ха-ха», «хе-хе», «хи-хи» можно вложить вообще бездну смыслов. Равно как и в междометие вроде «о», «у», Еще паралингвистика изучает фонетационные особенности речи. Это то, как именно люди произносят слова. К средствам этой категории относятся интонация, тембр, громкость, скорость, внятность произношения, голосовые акценты отдельных слов и тому подобное. Ведь одну и ту же фразу можно произнести так, что она будет иметь противоположные значения. Еще одна немаловажная дисциплина по изучению языка тела называется кинесика. Она занимается изучением жестикуляций, телодвижений и поз, которые сопровождают нашу коммуникацию. Ну и, разумеется, самой мимики, которая передает эмоции. О жестах и позах будет отдельное видео, как я уже говорил. Потому что эти части коммуникационного процесса способны транслировать информацию едва ли не больше, чем слова, которые мы произносим. Есть и еще одно направление изучения языка телодвижений, называемое проксемика. Она занимается пространством и временем в контексте знаковых систем. Термин ввел американский антрополог Эдвард Холл. Он же положил начало исследованиям в этом направлении. Те или иные дистанции между людьми в различных контекстах могут восприниматься по-разному. Согласно Холлу, можно выделить 4 основных дистанции: интимную, личностную, социальную, общественную. Можно спокойно относиться к тому, что родные и друзья во время общения подходят к нам близко, иногда вплотную. Но если чужой человек будет нависать над вами и хлопать по плечам, это скорее вызовет непринятие, отторжение или же чувство угрозы. Посторонний комфортнее воспринимать с дистанции в пару метров. Но представьте, если ваш любимый человек станет держаться от вас на расстоянии. Сразу ощущение, как будто бы что-то происходит не то, что отношения претерпевают какой-то кризис. И хотя понятие проксемики подразумевает определенное расстояние, которое выражается в конкретных цифрах, эти показатели можно считать скорее условными, нежели конкретным ориентиром в процессе обучения. Потому что если понаблюдать за несколькими людьми выборочно, будет заметно, что один способен без проблем допускать к себе других людей, а другой всех держит на расстоянии, хотя тема разговора и статус собеседника одинаковы в обеих ситуациях. Это связано с особенностями каждого индивида. На это влияют окружающие, семья, воспитание, тип вашей реп-системы и множество других факторов. И еще добавлю, что передавать информацию без слов можно множеством разных способов. Одеждой, украшениями, макияжем. Например, можно вспомнить понятие дресс-код и встреча без галстуков. Запахами. В европейских культурах обонянию уделяется чрезвычайно малое внимание. Но на Востоке запах — очень значимая часть восприятия собеседника. Движение глаз и зрительными контактами. Выдержать чей-то взгляд, отвести глаза, стрелять глазками. Кроме того, у разных народов существуют сложные ритуалы. Например, совместного приема пищи или встречи после долгого расставания, в традиционную часть которых обычно вплетается множество косвенной несловесной информации. И вот после такого теоретического отступления мы теперь можем спокойно перейти к разделу микровыражений. Потому что иначе мы просто бы неполноценно воспринимали ту полученную в будущем информацию. И все-таки, что такое микровыражение? Отсутствие сознательного контроля за возникновением микровыражения делает его своеобразным окном в мир истинных эмоций человека. Ведь по мимике лица люди читают эмоции друг друга. Как я прочитываю его реакцию? Вы видели на его лице краткий проблеск радости, который он старался скрыть. Это длилось всего долю секунды и называется микровыражение. Теперь я ему озвучу наш новый план и классическое пожимание плечом. Перевод: я не верю в то, что сейчас сказал. Благодаря этому человек может понять, в каком настроении пребывает его собеседник. Переживает ли он стресс, радость или что-то другое. Психологи даже утверждают, что человек, обладающий ярко выраженной мимикой, нередко оказывается грустным, а его выражение лица — это маска, изображающая радость или веселье, скрывающая настоящее его переживание.
Важным фактором анализа мимики является экспрессия эмоций. Она представляет собой совокупность движения мышц, которые меняют выражение лица человека. Эксперты определили, что есть мышцы-депрессоры, которые тянут кожу вниз, и леваторы, которые поднимают вверх. Первые отвечают за демонстрацию негативного эмоционального состояния, ну а вторые, наоборот, демонстрируют позитивный настрой человека. Благодаря пониманию микровыражений мы можем докопаться до истинных чувств и эмоций другого человека и самих себя. Ибо сознательное понимание самих себя и других людей напрямую порабощено нашим эго. Эго искажает истину о нас и о других людях, руководствуясь мотивами, заложенными в него ранее из внешнего мира. Так называемое социальное программирование, которое происходит с каждым ребенком с детства. Например, эго представляет вас как доброго, хорошего человека, который не может выражаться бранными словами, который не может злиться, не может высказывать всегда то, что думает. Вы не должны показывать свои слабости, обнаруживать свои комплексы. Вы должны вести себя всегда со слабыми собеседниками одним образом, а с сильными собеседниками другим образом. Но ваше тело, ваша животная сторона, которую не исправить и не заставить подчиняться своему эго на все 100%, оно может начать вести себя не так, как задумало эго. Вы, например, хотели быть суперзвездой и вести себя как небожитель, быть круче всех во всем. Но вот незадача. Внезапно у вас начинает урчать живот, а потом и вовсе тянет на унитаз. И теперь король в мгновение ока упал вниз. И теперь, как и все обычные люди, сидит смирно на горшке. Это же происходит и с любым другим человеком, когда он пытается быть не тем, кем он есть на самом деле. Когда он пытается выглядеть, а не являться. Когда он пытается сделать из себя некую подделку на кого-то. Эти микровыражения у людей не разные? Допустим, что так. И посмотрим эпизод суда. Мистер Карен много вам заплатил за роль любовника? Презрение. Презрение. Огромное презрение. Микровыражения всегда выдают истину. Всегда подсказывают нам и другим, что мы сейчас реально хотим, куда нам сейчас нужно. И обычно человек понимает, что с ним по состоянию его эмоций. Что же такое эмоция? Это эпизод взаимосвязанных, синхронизированных изменений во всех или почти подсистемах организма в ответ на оценку релевантности внешнего и внутреннего стимула в отношении организма. Стыд, стыд и стыд. Презрение. Такая мимика универсальна. Эмоции выглядят одинаково у провинциальной домохозяйки и у террориста-смертника. У всех на лице написано «правда». Если проще, эмоции позволяют нам реагировать на стимулы как окружающего мира, так и собственного организма гораздо быстрее, чем наше осознанное восприятие с помощью нашего эго. Существует 7 базовых эмоций, так называемых прототипов. Они подразделяются на положительные, так сказать, и отрицательные, так сказать. Положительные — это радость, отрицательные — печаль, злость, отвращение, презрение. И еще есть нейтральные. К ним относится только одно удивление. Выражение лица, соответствующее этим эмоциям, универсально для людей различных культур. Различается лишь их интенсивность в соответствии с так называемыми правилами выражения. Например, японцы традиционно в присутствии других людей, посторонних, выражают эмоции менее интенсивно. А вот если они знают, что за ними никто не наблюдает, то их интенсивность выражения эмоций аналогична нашему. Существует множество вариантов прототипов, но в основном в наиболее серьезных исследованиях используются прототипы Пола Экмана. Например, печаль может возникать вследствие потери какого-либо человека или чего-то очень значимого. Или злость. Человек злится, если не может достичь своих целей, если по отношению к нему нарушают нормы поведения или проявляют какую-то несправедливость. Пока мимические проявления злости не будут отмечены во всех частях лица, можно говорить о попытках контролировать злость, желание казаться серьезным, но не о полном проявлении эмоций. Чем выше поднимается верхнее веко, тем более злыми мы выглядим. Эволюционно развитие эмоций и отвращения связано с пищевым поведением, избеганием некачественной пищи. Или же оно может часто использоваться, чтобы замаскировать злость. Это как эмоция доминирования.
Мимические проявления презрения асимметричны. Часто сочетаются со злостью и радостью. Или, например, страх, угроза физическому или психическому благополучию, когда напряженные нижние веки сочетаются с поднятыми верхними, а остальное лицо при этом нейтрально. Удивление, как реакция на неожиданное событие или объект, появившийся в поле зрения. В моем поле зрения появляется новый объект. Это самая краткая из эмоций. По окраске она даже нейтральна. Из-за краткости часто появляется в сочетании с какой-либо следующей за ней эмоцией. Можно сказать, что у искренне улыбающегося человека улыбаются глаза, активируется круговая мышца глаза, вызывая появление морщин в форме вороньей стопы, так называемой, у наружных уголков глаза. При обычной улыбке социального общения воронья стопа не образуется, но нужно отметить, что морщинки могут образовываться при сильном сокращении скуловой мышцы, основной мышцы, задействованной при улыбке, за счет подъема щек. На что нужно обращать внимание при анализе выражения лица? Изменение формы и появление новых кожных складок, морщин – один из самых важных маркеров активности мышц лица. Брови в нейтральном положении не смещаются ниже горизонтальной линии, проходящей через складку на середине верхнего века. При анализе формы рта целесообразно ориентироваться на линию комиссура-стомион-комиссура. Концы этой линии никогда не будут выше ее середины, если мышцы области рта расслаблены, конечно же. Я считаю вашу работу несерьезной. Да, я часто это слышу. Я только что видел, как вы улыбались вашей коллеге. Переглядывались и опускали глаза. В ответ она морщила подбородок, выдавая глубокое смятение. И вот вам моя догадка. Вы с ней спали. Язык тела в первую очередь активно помогает нам самим, потому что мы очень часто не понимаем самих себя. Мне как, продолжать? Нет, не трогайте нос. Он чешется, когда вы хотите что-то скрыть. Основная причина, по которой люди обращаются к психологу или консультанту, заключается в том, что они не могут разобраться в своих чувствах. Понимание микровыражений помогает вам понимать себя лучше. Даже подойдя к зеркалу, вы сможете обратить внимание на свое лицо и увидеть все микровыражения, которые сейчас на нем отображаются. Ну а на этом все на сегодня. С вами был Артем Паршуков на канале КПД. В следующем видео мы применим на практике те знания, которые вы сегодня получили. Мы рассмотрим все нюансы, которые сопутствуют этому процессу. И мы ответим на ваши вопросы, если такие у вас появятся, в комментариях или в личном сообщении. Спасибо, что были с нами, и до новых встреч!